Неужели можно наивно полагать, что компьютер может управлять сознанием Вселенной? Именно человек – носитель такого сознания. Самопознание и самосовершенствование – истинный путь эволюции человечества. Безусловно, компьютер не может управлять сознанием, ибо только космические законы, осознанные этим сознанием, способны эволюционировать и совершенствоваться согласно познанию причин. Самопознание и самосовершенствование – истинный путь эволюции человечества. Да, действительно, это истинный путь человечества. Самопознание и самосовершенство. Это и есть движение и развитие сознания человека. Говоря о эволюции человечества или о любой другой ветви эволюции, само понимание эволюции предполагает истинность. Даже инволюция, которая есть часть эволюционного процесса, не может являться неистинным. Это все единый путь развития сознания человека. И это путь эволюции. Можно принимать в данном случае другое понятие – эволюционный и неэволюционный. Как, по-вашему, донести до людей истинное понимание сегодня, помочь человечеству? Только собственным примером, собственным качеством жизни. Тем самым мы будем способствовать тому, что человек начнет подражать, потому что в человеке заложено устремление к красоте, гармонии, любви и к состраданию. Это побудительный фактор. И, конечно же, человек будет примагничиваться и подражать именно тому, кто качественно проживает жизнь. Как правило, первая реакция на собственное совершенствование или понимание носит характер некоторой доли фанатизма. Многие стараются начинать помогать всему человечеству, забывая о том, что в первую очередь они должны понять себя, найти свой путь. Если это произойдет, и если твое истинное понимание сегодня будет действительно истинным, то понимание до других людей, оно будет естественным, оно будет живым, естественным примером твоей собственной жизни. Если мы сами являемся частью человечества, если мы себя не отделяем от этого человечества, тогда, значит, от нас и зависит от самих помощь этому человечеству, как одной из граней этой великой Солнечной системы, которая есть все человек. Пролог тайной доктрины – это ось калачакры с 3 положениями. А калачакра – это раскрытие. Ну, во-первых, калачакра – это дверь в 4-е измерение. Пролог лишь только подводит нас к тем понятиям, к истинным понятиям, которые пытается передать через танцы дзян учение Махатмы. Пролог тайной доктрины – это фундамент или заложение основ системы. Если мы ее принимаем, нам гораздо легче тогда усвоить весь остальной материал. Мы не можем говорить, что тайная доктрина – это только калачакра. Естественно, она включает калачакру как законы времени. Возможно, они и есть основные. Но в тайной доктрине заложена система построения всей эволюции нашей Солнечной системы, планетной системы, Земли и человека. Или космоса, природы и человека, куда, конечно, входит и калачакра. Какая практическая польза от этих знаний для мира? Знания прежде всего избавляют человека от страданий, потому что страдания связаны с неведением. И когда человек не ведает, он боится. Через этот страх он страдает. Поэтому знания освобождают человека от страданий, от скованности и придают ему свободу мышления и творчества. Если мы являемся частью мира, то мы должны ответить сначала, я думаю, на такой вопрос.
какая польза от этих знаний для нас самих. И если мы найдем эту пользу и ответим вообще сами себе на этот вопрос, тогда мы узнаем ответ, какая практическая польза от этих знаний для всего мира. Каждая станция относится к одному из 7 принципов: Атман, Будхи, Манас, Кама, Прана, Линга Шарира, Стхула Шарира. Да, безусловно, это можно провести аналогию. Но аналогия должна производиться после творения космического человека. Когда сотворен космический человек, тогда эта аналогия подходит. Мы можем провести аналогию в связи с семеричным принципом построения вообще. Но говорить конкретно, что каждая станция, например, первого атома, относится конкретно к принципам человеческих тел сознаний, я думаю, что это не совсем так, это не будет точным. Потому что первый том, он отвечает за построение космогенезиса. Это не человеческая ветвь эволюции. Человеческая ветвь эволюции – это второй том. Но аналогично мы можем говорить, я бы выразилась точнее так, что каждая станция первого тома «Тайны доктрины» – это есть причина строения тела человеческого сознания, его 7 принципов – Атма, Будхи, Манас, высший, Манас низший, астральное тело, эфирный двойник и физическое тело. Во время прочтения доклада Владимира Ярова я увидела визуализацию прохождения всех семеричных путей проявления вне формы, а также формы. Возникло чувство единения, света, движения, энергии. Почему? Потому что произошло безличностное восприятие. То, что ограничивает человеческое сознание, то есть безэмоциональное. Там, где не присутствовали привычные чувства и ощущения этого мира. А тот мир, который был предоставлен, он абстрактный, безличностный. И в этой безличностности существует единение, единство. Вот, собственно, такое восприятие безличностное и ведет к тому, что мы объединяемся в своем сознании с тем материалом, который побуждает нас в такой вот медитации безличностной. Когда возникает чувство единения, единства, когда мы в себе ощущаем этот свет, движение, энергии, а это радость. А когда нам радостно, и мы несем эту радость, значит, в мире меньше уныния. Каждый план по отношению к вышестоящему является относительным. Отсюда, наверное, и возникает стремление относительного проявить абсолютное или иначе стать этим абсолютным. Отсюда и стремление к совершенствованию на каждом плане возникает. Согласно относительности, относительность может представлять лишь только сознание. Сознание того плана, где отражена действительность. То есть с одного плана на другой план там существуют сознания, которые имеют свою дуальность. Согласно этой дуальности и возникает относительность. Безусловно, эта дуальность и позволяет нам эволюционировать, устремляться к чему-то новому и проявлять действительность. Проявлять вот эту действительность, которую мы через свое дуальное состояние сознания можем называть относительностью. Относительность приводит человека к невверганию. Вот это очень важный фактор. То есть к свободе. Для того, чтобы говорить о каждом плане, необходимо принять это единство. Мы не можем разделять все планы, потому что они, как матрешки, вложены один в другой. Не будет одного плана, не будет другого плана. Все планы, как мы это понимаем сейчас, они соединены в этом плотном мире, в этой физической форме. Только они могут быть латентны или не латентны. А стремление у нас одно. И если оно достаточно сильное, то оно пронизывает светом все движение.
или все строение любого плана. Но, конечно, человеческая эволюция и человеческое стремление, оно обусловлено некоторым ограничением определенного плана, план разума и творчества. Мысль сегодняшнего дня. Красноречие учтивого оратора очаровывает всех. Следовательно, мы не должны мешать высшей природе в нас проявиться эмоциями, чувствами. Учтивая речь, которая очаровывает, она прежде всего начинается с учтивости. Учтивость предусматривает сознание собеседников или общество, на которое хочет воздействовать правильно, без насилия человек. Он учитывает все элементы. И поэтому учитывающий человек знает причину. И согласно этой причине он доводит до сведения слушателя прекрасной своей речи, учтивой речи, смысл происходящего. Дело в том, что учтивая речь сама по себе, почему она очаровывает? Да потому что низший аспект человеческой природы не задействован. То есть мы не ввергаемся. Нам нечем ввергаться, когда учтивая речь. Мне кажется ошибочным думать, что чувства могут мешать вообще проявляться высшей природе. Потому что высшая природа точно так же имеет чувства. Важно утончать эти чувства. Вот это важно. Не ввергаться, а стать наблюдателями, как пишет Елена Петровна, по отношению к себе, совершая те или иные действия. Ввергание порождает карму. Не ввергаться – это значит не эмоционировать, не отвечать спонтанной, неразумной природой своего психического проявления. Карму порождает побуждение наше любое. Любое побуждение – это уже действие какое-то. И в силу этих побуждений порождается карма. Порождает карму движение. Начало. Когда начинается движение, тогда начинается карма. Мы можем не ввергаться в эти процессы, тем самым мы можем очищать нашу карму или проходить уроки нашего жизненного пути. Правильно? Тогда карма становится легкой. Но она не исчезает, так как мы живем, мы движемся. Сердце и есть соединитель всех миров, всех божественных сил. Поэтому и есть, как говорится, в учении средоточие. Через сердце и никак по-другому мы не можем пережить единство всего сущего или обрести просветление. Сердце – место, где Христос и 12 его учеников собрались вместе. Они едины. 12 учеников Христа и есть 12, не да? Если считать, что сердце – средоточие всего, то мы его уподобим Солнцу. Солнце. И, безусловно, 12 его лучей будут составлять природу 12 недан. А центральная точка, 13-я, которая соответствует Христу, Будде. Говоря о сердце, мы же не говорим об этом как об органе. Это есть состояние сознания. Сердце, оно само есть сознание. Было время, когда было развито другое тело сознания. А сейчас наступила новая эпоха, которая ознаменовалась как раз выдачей знаний Агни-йоги в этот мир. И владыка Махатма Мория поведал через Елену Ивановну Рерих, через все труды семьи Рерих о том, что есть такое сердце, как мы можем его расширять, каким образом мы можем просветляться или внимать этим знаниям, как и при каких обстоятельствах сердце начинает это расширение. Это и есть сейчас главная задача этой эпохи. Символ сердца – шестилучевая звезда, внутри которой находятся эти огни, которые раскрываются в пространстве и времени. Сердце как интуиция, Елена Ивановна говорила, соединить 3 принципа именно в 6-м, то есть в сердце или в будхе. Оно отвечает за эту великую взаимосвязь тел. Но если оно закрыто, это сердце, оно не может соединителем быть, а расширяется или вмещает оно пониманием того, что есть высшее.
пониманием того и принятием иерархии, почитания, света, движением и своим собственным действием. Как правило, эти действия выражаются в самом мелком, в самый буднесерый день наш, как говорит Антарова. И это проявляется. И если мы будем внимательно следить за каждым своим побуждением в этом дне, за каждым качеством действия, каким бы оно мелким ни было для нас, мы тем самым будем преодолевать эту инерцию прошлой эпохи и учиться раскрывать сердце качеством своих действий. Не для себя, а для общего. В чем конкретно практическое применение обсуждаемого сегодня на семинаре в повседневной жизни? Весь пролог, он дает смысловое значение для улучшения жизни, то есть для свободы мышления. Он раскрывает потенциал нашей творческой сути. Он позволяет нам войти в мир причинности, потому что смысл пролога, он объясняет нам именно причины существования. И когда мы знаем причины, мы понимаем, какие будут следствия. И это дает нам свободу и качество жизни. Я слышал про раскрытие сердца, и то не расшифровывалось, что же это такое. А остальное весьма общими словами было описано, причем, как мне показалось, декларируемое применение в повседневной жизни плавно было принято за само объяснение этого применения. Вот здесь точное уточнение, что вам показалось, потому что сердце, оно раскрывается именно состоянием почитания, преданности, вот этих свойств, с помощью которых мы способны принять и осознать значение этого учения и приложение его к жизни. Если у нас не будет раскрытия сердца как средоточие всего, то у нас не проявится абстрактного мышления, связанного с чувствознанием. И чувствознание ведь только позволит нам раскрыть причину и природу как ума, так и природу эволюционного процесса, данного для настоящего сейчас, в котором будем мы порождать осознанно будущее. Дело в том, что необходимо для того, чтобы применить в жизни каждого дня то, о чем говорилось, необходимо иметь именно раскрытое сердце. А раскрывается сердце только чувствознанием. И тогда это не будет каким-то отвлеченным набором слов, которые, как бы казалось нам, что не объясняют практическую сторону применения этих знаний. Потому что если мы будем очень внимательны, и обострено наше будет это внимание и приложение, как применить, то мы поймем, что через чувство благодарности, через состояние почитания, через духовные силы нашего сознания мы только и способны понять правильно то, что было озвучено, как практическое применение в каждом дне. Ну, еще я могу единственное, что добавить здесь, что практическое применение – это устремленность к самосовершенствованию. А устремленность к самосовершенствованию требует определенных знаний. Совокупность же этих знаний находится и выражается через чувство знания наше. Тогда мы способны распознать в, казалось бы, отвлеченных каких-то выражениях, умозаключениях, распознать суть и приложить ее к жизни. Поэтому, когда дается мысль дня Елены Петровны Блаватской, то в этой мысли дня мы способны через распознавание и чувство знания выявить для себя то, что необходимо приложить к жизни, то есть осознать действительность, которая поможет нам
совершенствоваться с учетом исполнения воли высшей, выраженной в виде мысли дня. Потому что любая мысль дня, выраженная в «Жемчужине Востока», говорит нам о сущности, о действительности, которую мы, осознав, можем приложить к качеству жизни. Вы знаете, есть веха определенная. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что мы даже не пытаемся вникнуть или проследить мысль очень простую, потому что мы уже до высказывания этой мысли, в процессе высказывания, мы уже предубеждены, что это так просто, и мы это вообще давным-давно все знаем. И тем самым мы закрываем свое понимание. А эти мысли, высказанные, кажущиеся простыми, они настолько тонки, и они настолько глубоки, что их услышать непросто, и их понять непросто. Для того, чтобы это случилось, нужно иметь уже это сердце, которое подготовлено для того, чтобы услышать эти тончайшие, сказуемое, несказуемого. Очень часто многие говорят о том, что все понятно, это уже все мы поняли, прочитали, вняли, мы так живем и так далее. Вот этим самым и есть даже это отвергание. Потому что если бы мы знали, мы бы уже не воплощались в человеческой эволюции, мы бы стали богами. Но если мы здесь, значит, мы чего-то не знаем. Если мы здесь, значит, мы чего-то еще не поняли. Значит, мы еще чего-то не совершили. Значит, мы еще невежественны. И если нам кажется, что эти слова, которые передают несказуемость процессов внутренних, а это очень непросто. И, во-первых, об этом сказать непросто, потому что оно есть несказуемое, это внутреннее движение. А тем более его принять из уст, когда само слово уже является формой, а сама форма уже искажает. Значит, мы должны чем-то слушать другим, не внешним ухом, а внутренним. Смотреть не внешними глазами этой формы, а внутренним зрением. И тогда не будет вот этого противодействия. И тогда эти высокие слова не окажутся у нас абстрактными, далекими, а они оказываются живые, они, оказывается, могут жить в нас и принимать аспекты совершенно практического применения в каждом дне. Вот об этом всегда пытается донести мысль, об этом несказуемом, об этом глубоком и тонком, сердечном, об этой интуиции, об этом делании и действии внутреннего характера. Владимир Ярый. Сегодня заключительный семинар по прологу. Хотелось бы понять, что главного мы должны уяснить и как подготовиться к изучению первой станции, первой шлоки, что бы вы посоветовали? Я думаю, что единственный совет, который я могу дать, как я понимаю, это прежде всего стать чистым листом. Состояние этого чистого листа – неведение. Вот я не знаю совершенно то, о чем читаю. И тогда будет запечатлеваться на вашем сознании, или, так сказать, в вашем уме, то новое, которое вы способны будете принять. И тогда прорастут эти семена в виде вопросов, которые вам же принесут ответы. То есть это самое сложное – абстрагироваться от всего прежнего, от привычного своего мышления, понимания действительности. Потому что мы входим в другое измерение, непривычное пока человеческому сознанию. Оно просто непривычное. Вот мы должны научиться и привыкать к тем вибрациям, а значит, к новому состоянию сознания, которое не будет обусловлено нашим предубеждением. То есть, значит, мы избавляемся от привычного мышления тем, что становимся чистым листом для писания этих истин или причин существования. Мы должны войти в состояние безвременности, где
будет постепенно растворяться иллюзия наших чувств, потому что эмоция затуманивает разум. А когда мы читаем с предубеждением, то мы закрываем вход для принятия действительности. Мы будем как белка в колесе тогда крутиться в этой сансаре. Ведь сансара – это иллюзия существования, в которую мы ввергаемся, и поэтому постоянно совершаем одни и те же ошибки. Поэтому Будда сказал, причина всех страданий – это неведение или невежество. Признать его в себе – самый важный фактор. Если мы его признали в себе, мы освобождаемся, мы устремление тогда имеем к познанию. И это предоставит нам возможность постигать действительность в ее таковости. Называя сегодняшний семинар заключительным по прологу, мы 3 занятия посвятили обсуждению этой темы. Были предоставлены разнообразные доклады, мнения. Мы коснулись достаточно глубоких вопросов. Были сделаны даже открытия и некоторые откровения. Заключительное это не значит, что мы прошли этот пролог. Заключительное это не значит, что не нужно к нему возвращаться. Знаете ли, как в одной строчке «Голоса безмолвия» можно понять все происхождение мира и себя, так и в прологе, если туда проникать, можно понять эту систему. А к первой станции, к первой шлаке, каким образом двигаться, нужно начать с самого начала, с этого белого чистого листа, на котором будет нарисован этот ограничительный круг, который человек в своем сознании вообще может абстрактно принять и допустить, что есть то несказуемое и непознанное, которое невозможно постичь, это абсолют. Но, как мы можем предполагать, когда Елена Петровна пишет в станциях, что не было времени, что не было начала дифференциации, что непостигаемый и непостижимый абсолют начинает свое отражение. Тем самым в комментариях и в самих зиан идет описание всего этого процесса. Для того, чтобы мы в своем сознании могли это принять и отождествить собственным миром сознания, что в нас говорит, и тем самым иметь великий дар распознавания между вечностью и приходящим, между добром и злом, между тьмой и светом. Вот этот дар распознавания, он и есть главное, с него все начинается. Так и начинается тайная доктрина.